Гуляя в лесу, мужчина нашел необычного одинокого щенка. Мужчина пожалел бедняжку и забрал его к себе домой. Вскоре мужчина отнес найденное животное в ветеринарную клинику, но ветеринар, увидев щенка, раскрыл от удивления рот. Джон любил гулять по лесу недалеко от своего дома. Это было его любимое времяпрепровождение, особенно после долгих рабочих дней. Он часто брал с собой бинокль, чтобы наблюдать за птицами, и видеокамеру, чтобы запечатлеть красивые моменты природы. Иногда он оставался в лесу до самого заката, наслаждаясь тишиной и покоем, которые дарила природа. Однажды, теплым весенним днем, Джон услышал странный звук, доносившийся из кустов. Звук был похож на смесь писка и чавканья, чего Джон никогда раньше не слышал в этих местах. Он остановился в замешательстве, прислушиваясь к необычному шуму, который постепенно становился все громче и настойчивее. Он почувствовал, как его сердце учащенно забилось от любопытства и легкого беспокойства. Заинтригованный и немного настороженный, Джон осторожно раздвинул ветки и увидел за ними маленькое беззащитное существо. На первый взгляд оно напоминало щенка, но что-то в его внешности казалось необычным. У животного была почти голая кожа розоватого оттенка и несоразмерно большая голова. Возможно, это была одна из пород голых собак, о которых Джону рассказывали его друзья. Все тело щенка выглядело так, будто ему не хватало сил даже на то, чтобы шевельнуться. Джон почувствовал, как его сердце сжалось от сострадания, когда он увидел, как дрожит это маленькое создание, словно умоляя о помощи. Он представил себе, как долго этот щенок может находиться здесь в одиночестве, изо всех сил пытаясь выжить. Щенок выглядел истощенным и слабым. Его бока часто вздымались, и он дрожал всем телом, как будто находился в постоянном страхе. Джон понял, что не может оставить его здесь одного. Он снял свою куртку и аккуратно завернул в нее животное, стараясь не причинить ему вреда. В этот момент он почувствовал глубокую связь со щенком, как будто теперь его обязанностью было позаботиться о нем. Когда Джон взял щенка на руки, он почувствовал, как быстро бьется его маленькое сердце. Кожа животного была теплой и немного шершавой на ощупь. От щенка исходил странный запах, не похожий на запах обычных домашних животных. По дороге домой Джон внимательно разглядывал свою находку. У животного были необычно большие глаза с длинными ресницами, которые придавали ему еще более загадочный вид. Его морда была вытянутой, с маленьким приплюснутым носом на конце. Лапки казались непропорционально большими по сравнению с телом, а хвост был короткий и толстый. Джон задумался о том, что он никогда в жизни не видел подобных щенков и откуда он мог взяться в этих краях. Мужчина попытался вспомнить, не слышал ли он когда-нибудь о таких щенках, но ничего не приходило в голову. Внезапно животное начало издавать пронзительные звуки, похожие на крик о помощи. Джон ускорил шаг, чувствуя, как его сердце колотится от волнения. Он боялся, что щенок может умереть у него на руках. Дома Джона встретила жена Сара. Она удивленно вскрикнула, увидев странного щенка в руках мужа. «Где ты его нашел?» — спросила она со смесью любопытства и опаски. Джон подробно рассказал, как нашел брошенного щенка в лесу, и добавил, что не смог пройти мимо в надежде спасти ему жизнь. Сара, почувствовав жалость к малышу, сказала, что в первую очередь нужно накормить его. Она быстро нагрела молоко и попыталась напоить существо из бутылочки с соской. Однако животное отказывалось пить, отворачивая мордочку и издавая жалобные звуки. Джон и Сара перепробовали разные продукты: измельченное мясо, овощное пюре, даже детское питание, но все было безрезультатно. Супруги начали паниковать, когда заметили, что существо становится все слабее. Его дыхание стало прерывистым, а глаза начали закрываться. В отчаянии Сара предложила позвонить в ветеринарную клинику и узнать, что делать в такой ситуации. Джон, обеспокоенный состоянием маленького щенка, предложил срочно ехать в круглосуточную ветеринарную клинику в соседнем городе, несмотря на позднее время. По дороге в клинику животное начало дрожать и издавать слабые стоны, словно прощаясь с жизнью. Сара держала его на руках, пытаясь согреть своим теплом.
Джон гнал машину на предельной скорости, молясь, чтобы они успели спасти страдающее животное. В клинике их встретил пожилой ветеринар Майк с усталым лицом. Увидев необычного щенка, он нахмурился и быстро повел их в смотровую. «Где вы его взяли?» — спросил Майк строго, начиная осмотр. Пока ветеринар работал, Джон и Сара ждали в коридоре, держась за руки. Они слышали, как в смотровой что-то падает и звенит, а ветеринар громко отдает команды медсестре. Минуты тянулись мучительно долго, как будто время остановилось. Джон и Сара не находили себе места от тревоги, представляя худший исход. Наконец ветеринар вышел к ним. Его лицо было очень серьезным. Мне удалось стабилизировать его состояние, но я никогда раньше не видел такого животного. «Нам нужно провести дополнительные исследования», — сказал Майк, вытирая со лба пот. Джон и Сара провели бессонную ночь в клинике, по очереди дежуря у клетки с их необычным подопечным. Они наблюдали за каждым движением щенка, которого они назвали Бадди, с надеждой на то, что он сможет поправиться. К утру им показалось, что животное чувствует себя немного лучше. Щенок даже попытался встать на свои странные лапы, вызывая у супругов смешанное чувство облегчения и тревоги. Бадди еще сутки провел в клинике, после чего ветеринар сообщил супругам, что они могут забрать щенка домой. Майк дал супругам пакет питательного корма. Это было единственное, что соглашался есть их необычный питомец. Джон и Сара с радостью забрали Бадди домой, уверенные, что теперь все будет хорошо. Через 2 дня им позвонил ветеринар Майк, чтобы узнать о состоянии Бадди. Он также сообщил, что его коллеги-зоологи очень заинтересовались необычным существом. Ученые предположили, что это может быть детеныш редкого вида животных. Майк попросил разрешения приехать с группой зоологов, чтобы еще раз внимательно осмотреть находку. Джон и Сара согласились, надеясь наконец узнать, кого же они приютили. В это время их дом стал местом настоящего научного интереса. Телефонные звонки не прекращались, и Джон с трудом успевал отвечать на вопросы коллег-ветеринара. Несмотря на волнение, он и Сара радовались, чувствуя, что они помогают в серьезной научной работе. Тем временем ветеринары и зоологи продолжали исследования. Профессор Роберт часто звонил Джону, чтобы обсудить свои догадки и предположения. Каждый новый звонок вселял в супругов надежду, что вскоре они узнают правду о своем необычном подопечном. Они пытались не строить догадок, чтобы не разочароваться в случае ошибки. Супруги согласились хранить все в тайне, но любопытство и тревога не покидали их. Каждое утро они с волнением ждали новостей от ветеринара, надеясь узнать больше о происхождении Бадди. Прошла неделя, и за это время животное заметно окрепло. Джон и Сара с радостью наблюдали, как Бадди становился все более активным и уверенно передвигался по дому на своих необычных лапах. Он даже начал издавать радостные звуки, когда Сара приносила ему еду. Еще через пару дней профессор сообщил, что результаты анализа ДНК Бадди показали, что он принадлежит к редкому виду млекопитающих, который никогда раньше не встречался в этом регионе. Однажды вечером, когда Джон и Сара смотрели телевизор, в дверь позвонили. На пороге стояли 2 мужчин в форме. Они представились с сотрудниками зоопарка и спросили, не находили ли супруги в последнее время необычное животное. Джон и Сара переглянулись. Они не знали, стоит ли рассказывать про свою необычную находку. Но тут из комнаты раздался характерный писк, и сотрудники зоопарка насторожились. Они попросили разрешения осмотреть квартиру. Супруги неохотно согласились. Когда мужчины увидели животное, их лица просветлели. «Вот он, наш беглец!» — воскликнул один из них. Оказалось, что найденный в лесу детеныш — это редкий вид свиней, боберуса, который сбежал из зоопарка через щель в ограждении. Сотрудники зоопарка рассказали, что мать Бадди после его исчезновения очень переживает и отказывается от еды. Они попросили вернуть детеныша. Джону и Саре было грустно расставаться с необычным питомцем, но они понимали, что так будет лучше для животного. На прощание супруги погладили его и даже прослезились. Сотрудники зоопарка поблагодарили их за заботу о детеныше и пригласили приходить навещать его в любое время. Они также сообщили, что руководство зоопарка решило наградить Джона и Сару пожизненными бесплатными билетами. С тех пор супруги часто приходили в зоопарк навестить своего бывшего питомца.
Они с радостью наблюдали, как он растет и играет со своей мамой, Боберусой. А дома у них осталась фотография необычного питомца и память о невероятном приключении, которое они пережили вместе. Эта история стала частью их жизни. Джон и Сара часто рассказывали о ней своим друзьям и близким, добавляя каждый раз новые детали и эмоции, которые они испытали в те удивительные дни.